Сегодня выходной, и чтобы не валяться на диване, я решил приехать на работу и вместе с вами разобрать старую технику. Сегодня у нас на разборе будут 3 таких древних аппарата. Радиоприемник и видеомагнитофон я нашел на Копе. Было выброшено около дороги. Этот DVD-проигрыватель, домашний кинотеатр, когда-то я использовал дома. Но он уже не работает, диски не читает, да и никто не смотрит на дисках теперь фильмы. Так, болты тут уже были сняты на крышке. Я его уже вскрывал когда-то давно. Не только я, старший сын тоже вскрывал. Внутри у нас есть медные катушечки, немного проводов, что не может не радовать. И тут плата даже уже откручена. Где-то там видно было сгоревшие радиодетали. Приступим. Одну из плат мы уже вытащили. Вот там вот видно следы, как сын пытался починить его. Так что восстанавливать тут уже нечего. Да и никому оно не нужно. А металл тут будет. Вот раскидал я все по элементам. Вот такая платка панели управления. Вот сколько мелкого железа. Мелкая плата выхода с карт. Выход на наушники. Кнопочка. Это с той платой. Сам DVD-привод. Иногда бывает, что здесь стоят детали с позолотой. Сам лазер. Или диод. Что там светит, я, к сожалению, не специалист, не знаю. Но видел, что достают детали позолоченные. Вот такая большая плата. Ничего особо тут нету. Разве что вот эти разъемы. Да, магнит не липнет, это латунь. Вот здесь металл. Маленькая плата входа. Как я понимаю, тюнер называется. И если что, не обессудьте. Всех названий радиотехники я не знаю. Тут тоже, в принципе, ничего особо интересного нету. Не сказал. С этой платы мы, наверное, срежем все-таки вот эти большие чипы. Пока их не принимают, только переработчики. Но я думаю, в дальнейшем их начнут принимать. Поэтому их можно срезать и положить в копилочку. Вот здесь вот маленькая деталь. Возможно, это маленькая КМ-ка. К сожалению, нет. Ну, еще одна плата. Питание. 2 алюминиевых радиатора и пара медных катушек. Разбор потихонечку идет. Металл в пакетик. Крышки. С платы вот поснимал. То, что было сверху. Кучка проводов. Вот здесь платки уже, смотрите, имеют такой вид. Тут еще будем снимать катушки и алюминий.
И вот тут у нас имеется много металла. Кстати, первая медь у нас уже есть. Такие тоненькие волосинки. Вот он, радиатор. Но многие уже с импорта скусывают такие детали. Отправляют на отжиг. Здесь имеется внутри медная пластинка. Ну, пока этим не будем заниматься. Но еще здесь можно обращать внимание вот на такие интересные бочоночки. Как же его вскрыть? Запаяно. Я думаю, уже видно. Смотрите, там внутри находится медная проволока. И вот тут два больших и два маленьких. Не пропускайте. Так, заберем вот эту красивенькую катушечку. В принципе, платы можно уже отправлять. Нет, нельзя. Это у нас латунь. Чуть не пропустил. Ну вот, хотел убрать платы. Но совсем забыл, что осталась самая большая. Вот он, чип. Остальные тоже срежу. И здесь имеются вот такие бочонки. Вполне возможно, что там тоже медь. Я пока не знаю. Надо проверить. Ну да, смотрите. Внутри тоже медный провод. Поэтому их все снимем. И еще надо снять. Я уже показывал. Здесь у нас находится латунь. Да, ребят, внутри там явная позолота. Эту деталь мы отложим в сторону. Вот. Вот и он, маленький неодимовый магнит. Их там два. Разобрал пару таких маленьких катушечек. В принципе, оттуда неплохая проволока вылазит. Ну, как бы долговато это сейчас разбирать, и не так ее много. Размотаем вот эту катушку и попробуем эту, если там не сильно залито. Вот эта катушка, кусочек феррита. К сожалению, тут провода в такой изоляции, и их там совсем мало. Отправляем в кучку с проводами на отжиг. Подведем небольшие итоги. Вот столько получилось меди. Здесь лежат различные детали. Вот это латунные все контакты. Здесь латунные. Вот эти катушечки, в которых остается немножко меди. Моторчики. Пока откину в отдельную коробку. В свободное время, когда жду клиентов, можно будет потихонечку это разобрать. Вот тут срезаны несколько чипов. Вот это готовая латунь. И немножко алюминия. Кучка проводов на отжиг. Ну и давайте замерим, сколько получилось металла. Кило 700 металла. Ну и, конечно,
платы 400 грамм. Это то, что удалось достать с этого DVD-плеера. Не густо, но что-то есть. Продолжаем. Следующий на очереди вот этот монстр. Вскрытие прошло успешно. Первый осмотр. Уже вижу две медные катушки, такие же, как в DVD. Такой же выход, ТВ-выход. И вот здесь много металла. И вот он привод, считывающий пленку. Вот она, железяка. Здесь, наверное, особо ценного ничего не будет. Платка, двигатель. Это маленькие-маленькие катушки. Их прямо отсюда видно. Еще один маленький двигатель. Сниму эти двигателя. Пластик даже удалять не буду. Все так пойдет в металл. Вот, еще спряталась одна схема. Так, и здесь у нас имеется такая большая плата. Сейчас мы ее оттуда извлекем. Вот она, эта плата. Ну, ничего такого особо интересного я тут не вижу. В DVD было поинтересней. Раз катушка, два катушка. Даже проводов-то особо нету. Ох ты, не снимается. Тоже латунь. Магнит не липнет. Забираем и плату откладываем. Хотел пропустить. Чуть-чуть все-таки алюминия. Маленький радиатор имеется. Что, ребят, вот я и раскидал весь этот DVD. На плате из интересного с задней стороны 3 чипа. Спереди больше ничего нет. Сам DVD привод тоже разобрал. Не знаю, может головку его смотреть, но там, по-моему, ничего нету. Вот один двигатель. Второй двигатель был. Третий. Ну тут так мало, совсем мало меди. И внутри вот здесь вот немножко меди. Чуть-чуть совсем. Вот эти корпуса. Вот тут металл. Тут алюминий. Но это потом на досуге разберется. Опять же, тут его совсем мало. Немножко латуни. Маленькая катушка такая. И такая. Тут, в принципе, в этом ну, тут тоже ничего особо нет. Здесь все металл. Да, это один металл. Скорее всего, даже вот так вот. Если трудно будет сниматься, в металл уйдет. Маленький кусок латуни. Давайте хоть примерно подсчитаем итоги видеомагнитофона. Ну, смотрите, плата вышла на 350 грамм.
Металл. 780 грамм. И попробуем взвесить это крышки. Кило 80. Кило 860 по металлу. Видеомагнитофон оказался тяжелее, но, к сожалению, цветного металла в нем было совсем мало. Вот мы и добрались до этого маленького радиоприемника. Вся надежда на то, что в нем будут ценные радиодетали. Вот здесь виднеется маленький светодиод. Это уже приемная деталь. Давайте встроим его. Вот внутри я уже вижу то, что он никогда не разбирался. Заводская пломба стоит на месте. Открутим болты и будем смотреть. Вскрываем. Ну, наши надежды оправдались. Внутри я вижу маленькие КМ-конденсаторы. Вот они. Так, вот это. Да, по-моему, это тоже он. Вот еще один. Смотрите, а здесь спрятались маленькие зеленые КМ. Вот вторая. Сейчас я ее приподниму. Одна, вторая. Какая-то микросхемка. И тут внутри имеется, как он правильно, транзистор. Ух ты, вот сейчас отломаем. Вот он. У него видно желтые позолоченные ножки. Насколько я знаю, так, снимем эту пластмасску. Иногда КМ-ки могут прятаться вот под этими. Ну, к сожалению, не разобралась. Крышками. Ну, под этими крышечками оказались только маленькие медные катушки. Немножко алюминия у нас вышло. Металл. Совсем чуть-чуть. Вместе с вот этими болтами. Антенна имеет медный провод. Совсем тонкий. Можно размотать. Ну и самое интересное. Вот эту половинку оторвем. Это КМ-конденсаторы. 315, но, к сожалению, они 92 год стоит тут. Неприемные. Вот эти малышки. Сейчас их поскусываем. Да, их тут много. Там внутри находятся маленькие бескорпусные КМ-ки. Их принимают. Так, где у нас еще здесь виднелась? Вот она. О, смотрите, маленькую зеленую КМ-ку я
до этого не видел. Оказывается, тут еще третья есть. Вон зелененькая. Вторая. И вот она спряталась, третья. Немножко побольше. Не видно маркировки. Ребята, есть еще четвертая и пятая. Вот это повезло. Главное, приемник 90-го года. Так, сейчас вытащим. И в нем столько ценных деталей. Я даже не ожидал. И еще одна маленькая. Один грамм. Так, смотрите. Пятая. Вот это да. Вот это приемник. 1 грамм, шестая. Блин, да елки-палки, я никак не могу начать рассказывать вам. Вот она, еще одна. КМ конденсаторов зеленых. Там пусть даже общей группы. Сейчас я не смотрел, а как-то зимой заходил на сайт приемщиков, скупщиков радиодеталей. 1 килограмм таких зеленых КМок, самых дорогих, по-моему, там порядка 200 тысяч стоил. Какие-то по 40 тысяч килограмм. Вот и переведите, сколько стоит 1 грамм этих деталей, чтобы понять, стоит ли их собирать. Это надо отпаивать, чтобы ножки сохранились, так как они имеют позолоту. Так, ребят, блин, ничего себе. Смотрите, еще одна КМ-ка. Вот это да. Надо внимательно посмотреть, может где-то еще прячется. Такого я, конечно, и не ожидал. Нет, вроде больше не видно. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Конечно, они очень маленькие. И окукленные, правильно называются. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Да, это богатый улов с такого маленького приемника. Да, ребят, вот это улов. Отпаял вот этот транзистор. Он даже больше, наверное, микросхема. 4 ножки позолоченные. Нет у меня фокуса на камере, чтобы четко показать вам. Вот столько маленьких КМок зеленых. И столько КМок бескорпусные КМки внутри. Как они, блин, все время их забываю, как правильно называются. Окукленные КМ конденсаторы. Внутри них маленькая бескорпусная. К сожалению, у меня нету маленьких весов с собой. Дома есть, конечно, небольшие. Но я думаю, по 1 грамму тут должно быть КМок. 2 грамма и вот эта деталь. И что в итоге? В итоге 825 грамм плат. $180 грамм проводов на обжиг. Ну там, дай бог, около 100 грамм меди выйдет.
3 килограмма 650 грамм металла. Маленькая кучка алюминия. Тут взвешивать, наверное, нечего. Может, около 100 граммов будет. В пакетике немножко меди. Высыпаем ее в общую копилку. Так, и сколько же я накопил уже меди? Килограмм 150 грамм меди в готовом виде у меня уже есть. Совсем немножко латуни отправится тоже в копилку. Немного радиодеталей, имеющих позолоту, платину и палладий. Такой вышел разбор. Кому было интересно, можете пройти и посмотреть другие видео по разборам. Есть много видео по металлокопу, как я искал и добывал металл. Конечно, удалось добыть немного. В основном это железо, немного ценных радиодеталей. Но копилочка очень хорошо пополнилась. В следующий раз мы с вами разберем платы. Я оставил наиболее ценные и интересные. Кому будет интересно, можете посмотреть, какие детали можно собирать, в которых содержатся хорошие металлы. И немножко хлама еще остается. Всем до скорой встречи!